Всем привет! И ты попал на канал Вилка. А это значит, что нужно ли себе че? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Винкс. 11 серия. Клуб Винкс вообще-то, а не школа волшебниц. Да. Или школа волшебниц. Клуб Винкс, школа волшебниц называется. Что? Летает кто-то. Вот. 11 серия первого сезона. Если только вместе мы должны стать клубом Винкс, вместе петь эту песенку. Ты что занюхиваешься? Ты такая типа, блин, на сухую смотреть Винкс не могу, конечно. Нет, просто у меня горло побаливает еще и носик так. Ага, давайте подождем. Неприятно. Давайте вместе. Я могу даже экран увеличить, чтобы тебя побольше это видно. Это звездочка, это он вам тут сейчас говорит. Звездочка. Звездочка. Нет рекламы, звездочка. Но звездочка. Но нам не, потому что нам не платили. Если бы звездочка нам заплатила, мы бы, конечно, ее зарекламировали. Духи будем рекламировать скоро, эти Красная Москва. Почему? Звезду вот эту вот. Все советское будет. Наушники Redmi Buds 3. Не советую. Почему-то периодически отключаются от Bluetooth. iPhone. Советую. А там не видно было. Я не хочу показывать, он меня раздул. Все правильно не показывай. У меня старый у тебя. Мы летим сквозь Пространство и время. Что я до сих пор всем пью. как в сказочных снах. Скажи, не задонатили на больше. Что хочу, то и говорю. Мы от вас недалеко, мы подружимся легко, не разлучит нас никто на свете. Винкс Всюду храни путеводная нить. и дарим мы свет планете. Мы феи. Клуб Винкс. Школа волшебниц. Ты школа волшебниц? А? Я тебе сказала школа волшебниц. Ты клуб Винкс. Клуб Винкс. Школа волшебниц. Ну все правильно. Ты сказал. ты сказала... Нет, это не школа Нет, волшебниц. подожди. Ты сказала школа волшебниц, но ты не сказала клуб Винкс. А я сказал клуб Винкс. И мы, получается, дополнили друг друга. Да, конечно, ага, сейчас. Блум сдала зачет в комнате симуляции. Какой зачет? Это был Ее пробный, это не виртуальное считается. путешествие в домино позволило Трикс оценить ее волшебную силу. Она действительно владеет огнем дракона. При этом чуть не пострадал маленький Кику. Но он спасается благодаря своей лени. Мне бы так, спасается благодаря своей лени. Спасается благодаря потому, что любят спать. Знаете, типа, я не знаю, землетрясение, там, метеорит падает, что такое. А ты спасся, потому что ты просто любишь спать. Ты проснулся, а кипиш уже закончился, и все хорошо. Классно? Классно. Блин, все бы так быть, как Кика. Чудовище и Ива. И Ива. Нет, серьезно. На этот раз ты зашла слишком далеко. Это надо остановить. Стелла, что случилось? Что происходит? Флора, как всегда, перестаралась. Я просто провожу эксперименты. У меня скоро экзамен. Серьезно? Это длится уже больше месяца. Я буду использовать силу цветов, чтобы бороться с колдовством злых ведьм. И что в этом плохого? Что в этом плохого? Ты не заметила, ваша комната превратилась в огромную химическую лабораторию. Блум разрешила мне. И кроме того, Кстати, она сказала... странно, да, что у Флора химическая лаборатория. Типа она же по растениям. Я, конечно, понимаю немножко, что там, наверное, удобрение, что-то химическое с цветами, возможно. С другой стороны, вот это как-то как будто не к ней. Ну, Вот может, если... ей нравится химия просто. Вот если бы у нее стояли просто горшки, вот это вот, знаете, розовая фиолетовая лампа, которая да, освещает растения, чтобы они лучше росли, там что-нибудь вот такое, это было получше. А колбочки и составчики что-то больше как будто под ту же самую Текну, мне кажется. Типа она такая Не знаю, умная, мне любит... кажется, нормально. Сказала, что поможет мне заниматься. Я уже сдала зачет на симуляторе, так что... Да, тоже мне зачет. Эй, я боролась с Айси, Дарси и Сторми. Это Так-то у было нее непросто. жесткий был Знаю. зачет. Извини, Блум. Не волнуйся, я знаю, что ты просто нервничаешь. Не волноваться? Видела бы ты мою комнату. Ладно,
Я разрешила Флоре поставить ее цветы на мой подоконник, потому что им нужен свет. Но потом она решила занять еще больше места и посадила ко мне мельмозу варикозу. Мимозус воображалус. Какая разница? Они ста... Это что такое? Мимоза варикоза? Мельмозы, варикозы, да. Ну, это такое растение, которое, короче, когда В ты... колени выращивается в твои под колени. На икры. Ну, вот так Варикоза. вот так вот более правильно. Не под колени, а на икры. И на другую сторону этого, как это называется? Бедра. Забыл. Да, бедра. Внутреннюю сторону бедра, правильно. Так что, если у тебя есть дома варикоза, ты с ней как бы поаккуратнее. А то... Она такая миленькая. Потому что щечки здесь появились. Мгм. Такая. Яд прямо рядом с моим зеркалом. Моим зеркалом! Они питаются от отраженного света. У тебя огромное зеркало, и оно идеально подходит. Нифига себе. Блин, вот это прикинь, от отраженного зеркала, если бы реально в жизни растения питались от отраженного зеркала, это вообще как заморачиваться надо было. Потому что солнце все равно, оно же типа двигается в течение года, и отражение нужно каждый раз под него подстраивать. Года. Дня. Ну и в течение дня, и в течение года тоже, оно восход же Мгм. меняется. Вот, и каждый раз, чтобы насытить растение светом, блин, это жестко. И ты думаешь, это нормально? А что тут не так? Это Они варикоза? меряют мою одежду. Ну да, они же называются мимозус воображалус. Мне все равно, как они называются. Пусть они сейчас же перестанут. О, моя одежда! Моя прекрасная одежда! Стелла, это не так плохо. Нет, плохо. На них моя обувь. Они красятся моей косметикой. Посмотрите на них. У них нет вкуса. Они плохо подбирают одежду. А что ты ожидала? Они же... Так-то, если бы я Стеллы не видел там около Блум и Флор, я подумал, что это Стелла. В принципе, как бы не сильно-то отличается. Ну, немножко прическа изменилась, но у меня проблемы с этим определенные. Когда прическа меняется, я никого не узнаю. Просто растение. Текна же не жалуется. Привет, Муза. Ты не видела Текну? Нет, я не видела ее с утра. А у вас есть проблемы с моими растениями? А? О чем ты? У нас в комнате есть твои растения? Да, я попросила Текну подержать несколько семян в темноте в ее шкафу. Текна? Это что за буллинг Флора. Флоры? Так это не буллинг Флоры, это буллинг всех от Флоры, скорее всего. Мне кажется, Флора неожиданно съезжает в этой серии из этой комнаты, потому что она никому не нравится со своими растениями. Жесть. Она спрашивала разрешение. Наконец-то! Я искала пару брюк, когда это ползучее чудовище схватило меня. Муза, она сидела тут весь день, и ты ничего не заметила. Я вообще-то не привыкла лазать по чужим шкафам. Хорошо, я не буду нервничать, но я очень хочу знать, что это за семена. Это 3С. 3С? Секояси проливера свифта. Что? Я не знала, что они так быстро вырастут. Клянусь, я не знала. Что такое Хорошо, секояс? Текна, не сходи с ума. Глубоко вздохни. Ах, не будем нервничать. О, Текна, прости меня. Флора, все замечательно, но я думаю, что эти бобы должны уйти. Ты права, я все заберу через секунду. Я возьму свои вещи и пойду на черное грязевое болото. Грязевое болото? Комнаты в Алфее не подходят для моих экспериментов. Да Но ты не ладно. можешь переехать на болото. Мы же знаем это место. Это Как это ужасно. не может? Может. Это же Баба Яга будет. Ну, по идее, да, но мне кажется, она просто там, знаете, огородит себе какую-то территорию, посадит все, и сама будет здесь жить. Просто будет время от времени приходить, типа, как у вас дела? Они такие, хорошо, вот такую вот шапочку надели, такую вот юбочку накинули, и все. И она такая, ну ладно, и уходит, типа, вот так. Я что-то хотел сказать. Прям у меня такая прикольная шутка в голове родилась. Но я тебе пока сейчас рассказывал, я забыл шутку свою смешную. Ну и ладно. Мы не хотим, чтобы ты туда ходила. Да, девочки? Это да или нет? Я в это не верю. Флора просто пыталась готовиться к важному экзамену. Блум, нам всем надо учиться. Но когда мы занимаемся, мы не... Блин, понял, что хотел сказать. Она такая, я поняла, это типа помещение под мои растения не подходит. Это вот, знаешь, это как люди, которые заводят дома рысь какую-нибудь, там, не знаю, тоже, пуму или что-то. Подожди, это... Это домашний питомец. Это он ходит там, типа, а реально же они опасны, они огромные, типа, там, пуф, такая лапища, все разорвано обои, все вот это. Так и должно быть.
Еще, Ну, слушай, сейчас конкретно Флора, конечно, мешает им. ну, и чуть-чуть перегнула палочку. Как говорят? Ну, короче, она нарушает их личное пространство просто таким образом. Ну да. Несмотря на то, что они ей, конечно, разрешили сами, но Ну да. это все равно им мешает. Рвем ее одежду. И мы ее не душим. Девочки, перестаньте! Не Не душу. надо так на нее давить. У Флоры скоро экзамен, и я все равно... Я обещала Флоре помочь ей, а на моей родине принято держать обещания. Кика опять скажет, мне лень идти спасать Флору, я полежу. Я в это не верю. Я не думала, что вы пойдете за мной сюда. Да, я тоже. Дело в том, что мы не могли отпустить тебя сюда одну. Возможно, они иногда ворчат, но они волнуются за тебя. Я надеюсь, что этот поход не продлится очень долго. Если вы поможете мне найти этот волшебный цветок, то мы вернемся очень быстро. Видите? Это веселый гладиолус. Какой красивый цветок. А ты уверена, что он здесь растет? Типа веселый гладиолус, потому что гладиолус... Что? Я уже знаю эту шутку. Давай. Ну-ка, что я хотел Нет, сказать? Нет, давай. подожди, что я хотел сказать? Нет, ты скажи сначала. Потому что я гладиолус стендапер. Там Да, ты так хотела? вот стендапер. Не, ну ты так думала или нет? Ты мне скажи. Ну, конечно, ну я же тебя знаю как облуп. Так не так, ты по-любому что-то другое думал, это слишком было неожиданно. Типа гладиолус стендапер, ну кто бы еще такое сказал? Вы прикиньте, посадил цветок, да? Сидишь в компьютере, занимаешься, он тебе стендап рассказывает. В мои годы! Это он еще вот так вот продолжает этот кринж лавировать. Это смешно! Уверена, это... Давайте так, я моргну 2 раза, если меня бьют. Никто тебя не бьет. Система болота очень разнообразна. Интересно, а зачем он тебе? Экстракт из веселого гладиолуса – противоядие против грустного заклинания ведьм. Ну ладно. Чего мы ждем? Давайте найдем цветок и вернемся домой. Все не так просто. Это очень пугливый цветок. Он прячется. Только не говори нам, что нам нужно уговорить его пойти с нами. Мне уже надоели эти ходячие растения. На самом деле мы должны попросить цветок сбросить всего 1 лепесток. А потом я возьму капельку этой смеси. Это мое изобретение. И посмотрите. Так оно на пол все скапало, что ты? Очень быстро. Я могу создать сколько угодно искусственных лепестков. Это замечательно. Давайте скорее займемся делом. Кико, оставайся здесь, хорошо? Тебе не стоит ходить по болоту. Можно я тоже останусь? Я не уйду, я обещаю, честное слово. Стелла, пожалуйста. Я прошу, перестань жаловаться. Кто жалуется? Я задала такой вопрос. А после этого мы вернемся в Алфею, да? Стелла! О, нет! Ну тоже, они же знали, что они идут на болото. Какое оно там, черное болото, грязное болото. Вот это вот. Но надо полагать, что галоши надо надеть. Вот это Вот вот. именно, у них же есть костюмчики специальные для болота. Вот это вот, да, кстати, да, реально. Вот шаль бабушкину надеть, спрей от комаров побрызгать. Что там еще нужно? Почему В болото босоножках такие? поползла. Болотистые. Твои комментарии неуместны, Муза. И, между прочим, твой наряд тоже. Это болото, а не показ мод. При чем тут это? Винкс? Всегда Винкс. И... Стелла! В грязь лицом? Она вон там! Стелла, ты в порядке? Нет, я не в порядке. Я устала и вся в грязи. Из-за долгой ходьбы у меня болят ноги. Если бы мы нашли эти глупые цветы... Нет, я не хочу молчать. Ты сказала, что мы найдем. Смотри, Стелла. Там, на воде. Ух ты какие, это кто такие? Русалочки летающие? Ого, они такие красивые. Ага, и такие маленькие. Стелла, тебе плохо, что ли? Нет, стойте, стойте. Пожалуйста, мы не хотим вас обидеть. Мы ваши друзья, и нам нужна ваша помощь. Какое невероятное место. Не, ну я бы, конечно, не доверял тому, кто в 1000 раз больше меня. Я бы сразу такой, не, меня Ну, слушай, туда... большие собаки самые добрые, наверное. Наверное. Я с большими собаками тоже не общаюсь, если что. Поэтому мне не знать.
Посмотрите на эти Ваши цветы. собаки-то Лилии и маленькие. Так маленькие просто гавкают и все, они больше ничего сделать не могут. А взрослые не гавкают. Но сделать могут. Понимаешь, в чем разница? Гладиолусы. Водные нимфы Как не бы, что лучше? Громко не врезать или молча втащить? Так что ты давай. зря привели нас сюда. Я уверена, что мы найдем то, что ищем. Что такое, Стелла? Ты что, онемела? Посмотрите туда, в воду. Это маленький город. Удивительно. Водные нимфы живут в воздушных пузырях под листом кувшинки. Мы не хотим быть невежливыми, но у нас есть небольшая проблема. Мы не можем пригласить вас к себе в гости. Вы довольно большие. Нет, ну удивительно на самом деле. А я, в принципе, ожидал, что в гости их пригласить. А она, Флора такая, типа, руку сует в ваш дом, и типа она в гостях. А как иначе? Я не знаю, там ухо, может, в дом влезет. Что-нибудь еще, пальчик. То, что они, кстати, говорить умеют, это прикольно, я не ожидал. Да. Я думал, они как животные. Мгм. Ну, типа эти стрекозы на болотах. Вы не поместитесь? Но с вами пожелала встретиться наша королева. Пойдемте за нами. Во-во, вот сейчас это будет. Ухо засунут Да, в дворец. Я очень рада познакомиться с вами. Дело в том, что мы не часто принимаем гостей. Спасибо за ваш теплый прием, ваше... Думаете, нужно сказать Святейшество. ваше малышество вместо ваше высочество? Величество, скажи величество. Наверное, вы прошли долгий путь. Вы такие усталые, я могу предложить вам напитки. На самом деле, нам нужно только коснуться лепестка веселого гладиолуса. Можно? Конечно, можно. Я вижу, вы очень уважаете природу. Но странно, что до нас вас никто не встречал. Мы стараемся быть незаметными, мы знаем, где спрятаться. И вообще сюда редко кто заходит. И на то есть причина. Да. Может быть, вы слышали о существе, которое называют Великий Монстр Черного Острова? Что, тут живет монстр? Да, к сожалению. Если вы посмотрите в ту сторону, то сквозь туман прямо посреди болота вы увидите остров. Под этим островом есть подводная пещера, и там живет ужасное чудовище. Ива какая-то он стоит, я вижу. Ива. Это огромный злой монстр, который каждый день пугает мой народ. А почему вы не переселитесь куда-то еще? Потому что наша жизнь зависит от растения под названием ксилит. Оно живет только здесь. Нам стоит много терпения и труда, чтобы сделать из него прочный прозрачный материал. Мы используем его, чтобы делать пузыри, в которых мы живем. Без ксилита нам придется жить над водой, где нас поджидает. Нет, в смысле, вы экономнее относитесь к вашим имеющимся пузырям. Во-первых, надо ограничения по размножению поставить, то есть, чтобы, да, много их не было, чтобы эти селиты-то не нужны были. Вот, как в Китае, типа, вот это, знаешь, ограничения, а по одному ребенку в семье, соответственно, вот. И не надо, чтобы дети быстро съезжали от родителей, им, чтобы новый селит нужен был. Пусть живут с родителями до старости, родители умирают, все, дома им остаются, и все. Это круговорот жителей в природе, в данном вот этой микрофлоре, и им тогда не нужно будет новые пузыри. Я все раскидал сейчас. Все раскидал, да. Да, это хищники. Как бы, хочешь жить, умей вертеться, а как иначе? Ну, скинут тебя родители из дома, а где ты жить будешь? На поверхности, что ли? Тебя потом другу придет жаба и съест. Тебя надо? Нет. Но монстр Черного острова усложняет нам сбор листьев ксилита. Каждый раз мы посылаем на остров одного добровольца, который должен попытаться принести хоть один листок. В этот раз была очередь Лусис. Так тем более, если вы отправляете их, они еще и не возвращаются. Так вы вообще место экономите. Вам теперь Да, вообще не надо. Они нашли законный способ. Типа, ты будешь героем, ты спасешь нас. Иди, да, будь нам селит. Мы сделаем из этого потому что они селита. каждый раз голодные игры устраивают. Ну и ладно. Типа, знаешь, нет, хочешь дом, вот как бы в наших реалиях, если хочешь дом, Умей вертеться. и в наших реалиях хочешь дом, возьми ипотеку, а в их реалиях хочешь дом, сходи на остров к монстру и возьми себе селит, будет тебе дом. Селит. Ну, кселит, ладно. Он идет и не возвращается, в итоге они место экономят, и как бы и все, и хорошо. Блин, законный способ нашли. Что? Что случилось с Лусис? Да, Она какая никогда не разница? вернется. Это ужасно. Это наша судьба. Мы давно так живем. Мы при... Подождите, а вы подумали, что там на Черном острове живут такие же, как вы? А? Ксилит пошла туда. Ой,
Пошла туда. Как её, Луис или Люсис, вот я помню, что-то такое. А пошла туда, полетела. Ксилит пошла тут. Ксилит искать. А в итоге нашла там какого-нибудь Джона. И такая, блин, Джон, ну ты красавчик, конечно, здесь живешь. А Джон ей говорит, Ну что такое? Это ночь на тебя так влияет? подожди, Что придумываешь? а Джон такой говорит, а у меня здесь, говорит, семья, смотри, дом. А у них-то там не просто пузыри вот эти под водой, у них там небоскребные пузыри. И он говорит, будем жить на 20 этаже. Она такая, буду я возвращаться туда, еще и дом сама строить. Буду жить здесь в небоскребе. И все. И все уходят и остаются жить там. А эти-то думают, что их монстр съедает. А на самом деле-то они в лучшую жизнь, понимаете, уходят в лучшую жизнь туда. Вот и все. Понятно? Я вам вообще весь сюжет рассказал этой серии. Можете, в принципе, выключить. Выкли. Ну, настало время все изменить. Девочки, вы готовы? Я с тобой, Блум. Мы команда Прям вот так. Полетели девчонки. Я даю силы победим мы зло. Я уже чувствую, я скоро просто кадр сяду куда-нибудь. Замечательно. Вы можете превращаться. Это потрясающе, девчонки. Спасите и добудьте нам Ксилит. Ты можешь помолчать, а? Что у тебя такое сегодня? Нет, ничего. Моргни 2 раза, если тебя бьют. Вы ничего не слышите? Нет, я не слышу. Знаете, девочки, я тут подумала. Королева говорила, что монстр огромный, но для нее и мы большие. Если задуматься, монстр должен быть средних размеров. Вот, да, Ведь кстати. так? Я права? В этом же есть смысл? А что? Что? Так это лохнесское чудовище. Может быть, оно ушло? Нет. А я думаю, это и есть остров. Типа, он и есть остров? Да. Ну, я тоже, кстати, так сначала... Как черепаха. Да, я тоже сначала так подумал, но не знаю. Это так часто в проектах показывают нам, что остров это и есть монстр, типа, и всякое такое, что мне кажется, если это и здесь будет, то это прям какой-то баянистый баян. Чё это они-то, может быть, одни из первых и сделали? Может быть, но мы-то смотрим их не одних из первых. А кого там музу съели, да? О, жареная рыбка. Ой-ой-ой. Жареная прям. Куда оно делось? Отлично, что теперь? У нас только одна задача. Мы должны спасти Музу. Да, но как? Вода не наш элемент. Мы можем, как нимфы, использовать воздушные пузыри. По-моему, отличная идея. Вы готовы? Еще бы! А теперь последний штрих. Люкс люминас. Лампа? Может быть. Или это лампа? Нет, это сзади звук какой-то. Как будто бы. Или вот тут? Может быть. Есть. Ты что-нибудь видишь? Вон там, прямо на дне. Сидит, отдыхает. Оно отправилось в свою пещеру. Пошли! Она даже не съела. То есть она такая, типа, рот открыла, пусть лежит так, Да. закрывать рот не буду. Уснул, не успел переварить. Проглотить. Он, типа, разлагаться во рту, когда начнет, тогда и проглотит, понимаешь? Ну класс, теперь вас вдвоем съели. Они из носа вылетели. Чего? Ну, чудовище-то большое, а они маленькие. Могли из ноздрей вылететь нормально. Телепорт? Да не знаю, сейчас может объяснять. Что происходит? Нам нужно уплывать отсюда сейчас же.
Это слишком опасно. Где мы находимся? Я тут никогда не была. Я не знаю, но, наверное, мы на острове. Если это правда, нам нужно быть очень осторожными. Зачем? Монстр уже ушел, да? Нам нечего бояться. Монстр не ушел. Он просто вернулся в свою пещеру. Флора, ты не знаешь, что это за деревья? Они похожи на красные ивы. Забавно, зевота такая заразная. Похоже, их посадили Засыпают. определенным образом. Это характерно для этих деревьев. Они растут по спирали вокруг главного дерева. У этих деревьев есть главный? Это смешно. Как будто А бы... что, Флора не знает, что ли, что ивы влияют на сон? Мне кажется, она Ну, должна мне знать. кажется, это вот эти конкретно. Мне кажется, это какой-то заколдованный остров. Они растут так, чтобы привести нас к главному дереву. Тут очень красиво, правда? Тут очень тихо. Тем более, будучи в Эфее, если вам надо к центральному дереву, зачем вам идти по спирали? Это Если же вы лё- можете пролететь. Да, если можно напрямую. просто подлететь и долететь. Это же столь такая экономия и времени, и сил. Вы слышите птиц? На самом деле нет. Именно. Вам не кажется, что это странно? Нет, мне это странно, мне кажется. Боже мой, какой приятный запах. Я засекла его. Думаю, стоит проверить его состав. Блин, ну если Флора сейчас, конечно, профукалась и не знает, что это все дело в ивах, и они за них хотят спать, и она это не предупредит, то экзамен, конечно, ей вот этот Ну, по вот приро- тут Текна такая насторожилась. Да, то Флора, конечно, по природоведению экзамен не сдаст, мне кажется, такими темпами. Нет, не может быть. Это вещество усыпляющий газ. Девочки! Девочки! Все спят уже. А этот мох, который покрывает камни, похож на... Подушку. мягкие подушки. Как мило. Стелла, не дыши! Не дыши, нет! Стелла, проснись! Не закрывай глаза! Да, хорошо. Поставьте будильник на 7. Флора, Муза! О нет, проснитесь! А не Блум где? позволяйте усыпить себя, пожалуйста! Перестань, Текна. Мы так устали. Да, отстань от нас. Текна! Блум? Я не должна спать. Взлетай! О, Текна, посмотри туда. Я думаю, это главное дерево, то, о котором говорила Флора. Посмотри Ой, на страшно. поляну. Мгм. Тут спят животные. А вон там, под ивой, это, наверное, малышка Лусис. Блум! Текна, извини, Я создам кислородный пузырь. Нормально ты умеешь магию. Я сделаю маленькую дырочку, чтобы выпустить плохой воздух. О, спасибо, Тек. Ты хочешь спросить, почему воздух выходит, а не заходит? Да. Откуда циркуляция происходит? Да. Ну, это ее магическая вытяжка, а ты как хотела. Она и такое умеет делать. Блум, с возвращением из сонной страны. Это ива. Это смертельный запах. А оно, типа, будет просто так стоять, типа, в позе «я стою». Оно не будет там щупальцами Мне бить, кажется, типа, будет драться, фух, фух. защищаться. Он исходит от ивы. Что ж, вернемся Прям к зло работе. какое-то. Мега-купол? Ой, нифига. Значит, они даже драться не будут с ним. Птицы сейчас такие взлетают, из купола только вылетают, опять газ, они такие... А где я? Что Выспалась? Выключите Молодцы. свет. Будильник еще не включился. Снимите с меня это! Кто-нибудь, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Стелла, расслабься, это просто невинное насекомое. Как отвратительно! Что ж, у меня получилось. Кажется, все проснулись. И не только мы. Посмотрите, животные просыпаются. Мы снова с вами, Недовольны девочки. такие. Помогите нам сделать кислородный пузырь побольше. Не, ну, с учетом того, какую силу нам показывали от Блум, мне кажется, она может этот кислородный пузырь Одна дело. одна сделать вплоть до Алфеи. Прямиком, мега. Но она пока не Ты знает. Лусис, да? Да, я знаю, кто вы. Я благодарна, что вы разбудили меня. Но откуда ты знаешь, кто мы? Пока я спала, я находилась в телепатическом контакте с окружающим миром, так что я знала, что вы придете. Ах, монстр! Нет, это не то, что вы думаете. Монстр не идет сюда, он уже здесь. Но я не понимаю. Я объясню. Вот мы сейчас говорим и стоим на монстре.
А. Я же говорю, пока я спала, я сохраняла контакт с... Нет, я так и... Я уже у нее в голове. У вас телепатическое понимание происходящего с другими организмами. Я вообще-то понял, что это остров и есть монстр, потому как, знаешь, когда? Ну, вообще, после, конечно, твоих слов, но потом, когда они спасали Музу из-за ворта, там видно, что его голова заходит под остров, и я уже тогда понял, но я почему-то не сказал. Хотел подтвердить твою теорию, что ты права. Вот. Вот так. Вот так вот. Ты с ними в телепатии? Я гений. Ты вот это вот? Нет, я гений. этим местом. И так я узнала правду. Гелий. На самом Гений. деле остров — это огромная спящая черепаха, Да ты смотрела которая эту ходит серию. во сне. И все 100 лет назад. И все помнишь. Да, И конечно. проспойлерила сейчас Мгм. всем, кто не знал. из-за красной ивы. А монстр в пещере — это просто голова черепахи, которая вылезает из панциря, да? И... А тряску, которую мы чувствовали, наверное, возникала, когда черепаха двигалась по болоту. Что ж, если ты говоришь правду, значит, наконец мы разбудили ее. Нет, увы, нет. Ваш волшебный купол покрывает только часть ее волшебного панциря. Бедняга ходит во сне уже многие-многие На годы. лунате. Защитный барьер исчезнет, когда мы уйдем отсюда, и тогда все будет как было. Вот этот вот паразит какой-то уселся. Осторожно! Всем спать мешает. Точнее, наоборот, всех заставляет спать. Оно сошло с ума. Ах ты негодник, я превращу тебя в бонсай. Тогда ты не будешь обижать маленьких существ. Бансай васаби. Конечно. Нет, он слышит просто что-то знакомое и такой типа, а скажу вот это. Не, ну типа бонсай, типа маленькое дерево. А у него корни есть. Я А помню, что васаби при чем? и из его корней можно сделать васаби. Потому что у васаби это же корни протирать. Типа, понимаешь, японская тематика, я немножко... Я думала, уже он в твоей я голове. думала, он в ассоциации играет просто. Да, давай, Бонсай, давай, васаби. давай, смотри, ассоциации играем. Говори Винкс. Винкс. Клуб. Школа волшебниц. Давай дальше. Вот что мне Раунд. нужно поразить. Под землю. Вот, видишь, я же говорю под землю в корне, чтобы получить васаби. Блин, жаль, ты, конечно, валила эту серию жесткого. Вы сделали это. Да, мы спасли черепаху. Мы только что паразита победили, а ты чем-то недовольна. От проклятия. Еще одна победа, Винкс! Воздух снова чистый. Вы слышите эти прекрасные звуки? Это звуки поющих птиц, на этот раз я их слышу. Нет, подруга, я говорю о самом громком звуке. Звуки пробуждающейся природы. Я слышу, как черепаха храпит все еще. Пора будить ее. Я не знаю, как вас отблагодарить. Вы вернули нашу милую Лусис и освободили нас от страха и тревоги. Кстати, о монстре, или лучше сказать о черепахе. Что с ней теперь будет? Посмотрите туда, на болото. Плыла. Она движется? Конечно, не моторная лодка, но движется. Черепаха теперь свободна Яхта. и может идти по своему жизни. Опять моторная лодка, яхта. Не-не-не, это круизный лайнер, знаете, типа большой, огромный. Там все могут жить, тусить, да, птицы, животные. И все нормально. Типа, Ты каждый день в путешествие. ассоциации играешь, да? Когда мы реакции записываем. Я высказываю свое мнение вообще. Жизненному пути. Но что будете делать вы? Вы сказали, что растение эксилит растет только на панцире черепахи. Прежде чем уплыть, черепаха позволила нам собрать очень много листьев. Теперь нам хватает. Мы пытались Да растить вы воры эксилит сами, просто но у сорвали нас все, ничего не никто вышло. спросил её. Рано или поздно листья у нас закончатся. Кто они? Наверное, надо говорить вот так вот, нажимать, выключать, ставить паузу, чтобы тебя слышно было немножко. Кто они еще? Я говорю, вы своровали, говорю, листья, не спросили у нее. Молодец. Желание природы для нас закон. Подождите секундочку. Даже природе иногда нужно помогать. Флора, что ты ищешь? Формула быстрого роста. Помните волшебные капли? Смотрите, Ваше Величество. Типа, и вот этим вот существам, когда показываешь секатор какой-нибудь, они паничку ловят, нет? Типа, опасное для них. Типа, показываешь вот А это. что, хочешь попробовать? Просто интересно, они же типа вот такие приближенные к природе, сами тоже немножко как будто бы кувшинки. Вы знаешь, Я думаю, словят. словят, да?
Блин, прикольно, конечно. Прикольно. Круто. Невероятно! А как из листьев получается кислородные пузыри? Я вот здесь что-то не до конца понял этот момент. Перемалывают их. Да? Да, до молекул. А. Теперь вы позволите использовать и ваши комнаты для маленьких экспериментов? Я нет. В свете того, что сегодня случилось, нам нужно пересмотреть наше решение. Девочки, не думайте об этом. Отныне я обещаю использовать только свое пространство. Дамы, я не знаю, как отблагодарить вас за то, что вы сделали. Флора, в качестве подарка мы бы хотели преподнести вам Нифига. вот это. Веселый гладиолус. большое. Он позволил себя сорвать для вас. Он знает, что вы позаботитесь о нем. Как только я вернусь домой, Как я это посажу мило. его в плодородную почву. Флора, это замечательно. Ты сдашь свой экзамен на отлично. Спасибо, Блум. А завтра будет твоя очередь, да, Стелла? О, нет. Как бы если ты не знаешь особые воздействия красной ивы, напоминаю, то ты не сдашь ни один экзамен, мать. Ты уже провалила все экзамены. Это что все? Это что все? Эта серия так быстро закончилась? Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Что ты скажешь? Быстро, 35 минут, вообще 36. Что ты скажешь? Что скажу? Что навалил кринжа. Хорошая серия, веселенькая. Не сюжетная, конечно, ну такая, типа, немножко раскрываем Флору, что она, оказывается, двоечница, не знает вообще про растения ничего, какая, что особенности Она красной отличница, ивы. между прочим. Вот здесь, конечно, ей натягивают ей, наверное, за ее улыбку, за ее волосы или за что-то другое, но явно не за знание, потому что красная ива усыпляет, она должна это знать, как в первую очередь должна была вот зайти, увидеть ветки красной ивы и говорить: все, взлетаем, девочки, нам А здесь... что, если это растение поражено было каким-то паразитом, и оно стало Нет, таким? а ты видела, изначально оно ты было видела другим? это растение? Это растение есть само по себе паразит, и никто его не заразил. Если бы его заразили... Там подожди, плитка сидит. нет, и подожди. управляет этим деревом. Если бы его заразили, они бы, знаем мы, как это работает, этот мультик, они бы уничтожили паразита, а дерево бы осталось жить такое, типа, здоровое и веселое. Оно осталось жить. Оно вообще не осталось жить, оно умерло, потому что оно само и есть паразит. Вот и все. Поэтому Флора двоечница, напоминаем всем. Стелла не готова к таким путешествиям, постоянно ноет, что устала, что хочет спать, что у нее босоножки, сама виновата во всем этом. Кто ты? Это я. Это ты, ну да. Вот, а так серия неплоха, в принципе, какой-то не какой-то движ появился, наверное. Я вам много веселой информации предоставил, вот. Как бы напоминаю, если вас бьют, моргните 2 раза. Ты что-то сказать Да хочешь? у него не знаю, глаза устали, вот он и моргает все время. Ему в лицо лампа светит, Да, и он бесится. да. С И жиру. бешусь и играю в ассоциации, короче, типа. Да, Что еще скажешь? все, Ничего не скажешь? ничего не Ну скажу. ладно. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакции. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.